Обращаюсь напрямую к Эмомали Рахмону. Все ведь знают, что вы, господин Эмомали Рахмон, и господин Нури сидели за одним столом. Вы жали ему руку, вы подписывали документы. Весь мир был тому свидетелем. То, что должно было быть сделано, переходный период, завершилось. Мир — это не просто, когда в стране не стреляют 4 дня, или когда говорят: пойду-ка я погуляю 5 дней, переночую где-нибудь и вернусь. Суть в том, чтобы не допустить повторения причин войны. Когда кажется, что все успокоилось, а потом одно действие, и старая война вспыхивает с новой силой, все начинается по кругу. Это было поразительно. Почему? Потому что человек, у которого была власть, сила, оружие, политическое влияние и поддержка народа, все это просто сложил оружие и сказал: я больше не воюю. Вот в чем вопрос. Даже если сейчас говорят, что он ошибся и надо было бить по Рахмону, что важнее, Таджикистан для всех или для одной группы? Это вопрос, который каждый должен понять и задать себе. Может ли таджик быть против президента и при этом оставаться верным сыном своей родины? Если ответ да, значит путь господина Нури, путь переговоров и политической конкуренции все еще жив. А если ответ нет, то в каком мы тогда положении? Я же говорил, мы сами там были, когда Рахмонов пришел. Когда пришел господин Нури, он был как скала, а Рахмонов 4 раза за воротник хватался. Бледный был как мышь. Теперь говорят: Рахмонов велик, Эмомали не побоялся, пошел. А пришел бледный как мышь, лишь бы ноги унести. Согласно наследию господина Нури, оппозиционер, не враг государства. Не делайте из оппонентов врагов государства. Не превращайте своих классовых врагов, своих политических оппонентов во врагов страны и народа. Это одно из главных наставлений, которое оставил нам господин Нури. Эти 3 урока сегодня для Таджикистана важны как никогда. Июнь 1997 года не стереть. Ты не можешь переподписать историю Эмомали Рахмонов. Вы ведь не можете прийти в ООН и заявить, что в тот день вы сами с собой договорились и все подписали. Вы просто не сможете этого сказать. Ведь на том документе стоят 2 подписи. Одна ваша, господин Рахмонов, а вторая господина Нури. Кто же тогда выступал в качестве гаранта? Я сегодня спрашиваю Россию, Иран, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан и других участников того процесса. Свидетелями чего вы все тогда были, уважаемые люди? Господи, раскрой мне грудь мою, облегчи мне дело мое, развяжи узел на языке моем, чтобы они понимали речь мою. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Дорогие и глубоко уважаемые наши зрители, мы искренне благодарим Всевышнего Аллаха за то, что сегодня нам вновь дарована прекрасная возможность быть вместе с вами. Я искренне надеюсь, что в течение этого часа мы сможем детально обсудить важные моменты с точки зрения глубокой мысли, идеи и того, что вы, возможно, уже слышали ранее. Но ведь сказано: напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим. Ведь благое напоминание всегда остается крайне важным и необходимым для каждого искреннего мусульманина. Это приносит нам огромную пользу. Всегда помнить о делах, что поистине достойны похвалы, о наших добрых поступках или же об уроках истории, чтобы все те, кто наделен способностью к размышлению, могли извлечь из них для себя немалую пользу. Всевышний Аллах поставил наш таджикский народ в ту самую сложную ситуацию, о которой сегодня знает каждый. Однако, несмотря на все эти трудности, люди живут так, словно у них все замечательно. Это напоминает англичан или американский стиль. Когда спрашивают: как дела? Они отвечают: all right, all right. Хотя у человека душа разрывается от боли, а в кармане нет ни гроша, чтобы купить самое необходимое. Он оказался в ужасной, по-настоящему безвыходной ситуации. Нет смысла утверждать, что все в порядке, если это совсем не так. Наш таджик сегодня оказался в точно таком же незавидном положении. Спросишь его, он лишь ответит: all right, все отлично, я в порядке. А сам даже не представляет, как выбраться из этой страшной беды. Впрочем, оставим это. Сегодня в эфире программы «Трибуна Мигранта 424» мы вспоминаем господина Саида Абдулла Нури в день годовщины его ухода из жизни. Да ниспошлет ему Всевышний Аллах свою милость и дарует ему место в райских садах. Сегодня, 9 августа, мы отмечаем скорбную дату. Исполняется ровно 20 лет с того памятного дня в 2006 году, когда наш мир покинул один из самых значимых и ключевых деятелей в современной политической истории нашей страны. Глубоко уважаемый господин Саид Абдулла Нури, да смилостивится над ним Всевышний Аллах. Прошло уже целых 20 лет с того момента. Наш покойный наставник и учитель. Все это произошло именно 9 числа, как раз во второй половине того самого дня. Мы тогда находились там, время уже близилось к вечеру, стоял невероятно жаркий летний день 9 августа 2006 года. В конечном итоге он скончался после продолжительной и крайне мучительной болезни, которая, судя по многим косвенным признакам, была вызвана отравлением.
В те суровые годы кровопролитной гражданской войны, о которой, безусловно, прекрасно осведомлены мы все, глубоко уважаемый господин Саид Абдулла Нури являлся бессменным и признанным лидером объединенной таджикской оппозиции. Это было время ожесточенной борьбы, время бесконечных тюремных заключений и время священного джихада. В последующий же период уважаемый господин Саид Абдулла Нури взял на себя руководство комиссии по вопросам национального примирения сразу же после официального подписания мирного соглашения. А он признал роль господина Нури в достижении всеобщего мирного соглашения, подписанного 27 июня 1997 года. Его роль в этих событиях эксперты действительно назвали по-настоящему ключевой, а также важнейшей для всего переговорного процесса. В официальных исторических документах Организации Объединенных Наций имя Саида Абдулла Нури зафиксировано как имя того самого человека, который добровольно сложил оружие и лично подписал судьбоносное мирное соглашение, положившее конец конфликту. Сегодняшняя задача нашей программы заключается вовсе не в том, чтобы просто помянуть добрым словом того человека, который когда-то был для всех нас настоящим учителем или же очень близкой родной личностью. Мы совершенно не желаем ограничиваться лишь сухими воспоминаниями, привязанными к дате его ухода из жизни. Напротив, мы стремимся поставить перед вами важный, глубокий и по-настоящему серьезный вопрос. Главная цель нашей программы – задаться важным вопросом. Чего именно лишился Таджикистан с уходом господина Саида Абдулла Нури? И каким же образом та система баланса, которая возникла сразу после завершения гражданской войны, была постепенно разрушена за все эти прошедшие годы? Это, безусловно, тот самый фундаментальный вопрос, над которым каждому из нас, всему нашему народу, стоит всерьез и глубоко задуматься. Ведь с уходом господина Нури та хрупкая система баланса, которая была так тщательно выстроена исключительно ради поддержания мира, как именно этот баланс начал стремительно рушиться и исчезать сразу же после его трагической кончины, и что же в конечном итоге стало с тем равновесием, которое было достигнуто нами в тяжелые годы после окончания Великой войны? Путь Саида Абдулла Нури от подпольного движения до политической борьбы, исламской и политической деятельности начался еще в советское время. Исторические источники называют его одним из создателей подпольного исламского движения в 1973 году. В 1986 году советские власти произвели его арест. Вместе с ним тогда же арестовали и моего отца, а также многих других ни в чем не повинных людей. Мы не раз рассказывали об этом в наших программах и слог, вспоминая, как в 1986 году сотрудники КГБ пришли к нам домой. Это было самое раннее утро. Сразу после рассвета. Летом светает рано, часа за 3 до начала рабочего дня. Сотрудники Комитета государственной безопасности СССР внезапно ворвались в наш дом без предупреждения. Они перевернули в доме абсолютно все вверх дном и продолжали свой тщательный обыск вплоть до самого позднего вечера. В тот же самый день они арестовали и глубоко уважаемого нами господина Саида Абдулла Нури. После этого он был вынужден провести долгие 1,5 года в самых разных тюрьмах на территории России. То есть получается, что тюрьма для господина Нури вовсе не была чем-то новым, что возникло исключительно при правлении Рахмона. Советские тюрьмы не были для него в новинку, в отличие от тех мест, где наши люди вынуждены томиться сегодня при режиме Эмомали Рахмона. Он начал свою религиозную и политическую деятельность еще в Советском Союзе, за что неоднократно подвергался преследованиям, арестам и заключению. Здесь важно отметить один исторический момент, о котором обязан знать каждый гражданин. Само исламское движение, ставшее фундаментом партии исламского возрождения Таджикистана, зародилось еще в 1973 году. Однако, как официальная политическая партия ПВТ окончательно оформилась лишь в самом начале 90-х годов. Поэтому было бы не совсем корректно утверждать, что партия в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, существует с 1973 года. Однако официальное начало ее активной деятельности и тот самый фундамент, на котором она стоит, были заложены именно 20 апреля 1973 года. Мы уже довольно подробно освещали эту тему в наших специальных исторических выпусках, где разбирали буквально каждый нюанс и каждую деталь в отдельности. Но точкой отсчета считается 20 апреля 1973 года в городе Курган-Тюбе на улице Чернышевского, 70. Если не ошибаюсь, тогда это был дом 84, а позже адрес сменился на Бабаджана Гафурова, 70. В советские годы это была улица Чернышевского. Именно в стенах нашего дома, который носит номер 84, и была основана наша партия. Затем последовала долгая, кропотливая работа, активная общественная деятельность и все то, о чем каждый из вас здесь прекрасно осведомлен. Война – это действительно кровавая страница истории нашего народа. Мы никогда не скажем, что гражданская война в Таджикистане, длившаяся с 1992 по 1997 год, принесла что-то хорошее. Господин Нури в этот сложнейший период был лидером объединенной оппозиции.
Мы ни в коем случае не должны пытаться романтизировать ту войну, которую нам навязали. Это была настоящая глубокая трагедия для Таджикистана, и называть ее следует именно так, без всяких прикрас. Подумайте только, сколько граждан погибло, сколько людей бесследно пропало без вести в те тяжелые времена. В этом страшном конфликте таджики гибли с обеих сторон. Десятки мирных сел были стерты с лица земли. Тысячи невинных людей были вынуждены бежать из своих домов. Наше общество раскололось на враждующие группы и целые регионы. Последствия этого мы ощущаем по сей день. Каждый сознательный гражданин должен четко осознавать, политика судят вовсе не потому, как именно он вел военные действия. Если он в итоге одержал победу, все скажут: «О, он блестяще сражался». А если он потерпел поражение, то скажут: ну, воевал, конечно, но в итоге все равно проиграл. Это вполне очевидная и понятная каждому вещь. Послушайте меня, прошу. Деятельность политика нельзя оценивать лишь по факту его борьбы. Это вовсе не объективный показатель его истинного успеха. А его ценность определяют по тому, сумел ли он в нужный момент сменить оружие на переговоры. По-настоящему мудрый политик – это тот, кто, обладая реальной силой, армией, мощным оружием, огромным влиянием и всемирным признанием, ведь даже Россия в те времена с ним считалась. Евгений Примаков летал в Кабул, Рахмон летал в Афганистан, у Нури были вооруженные силы, поддержка за рубежом. У Рахмона тогда не было народной поддержки. Афганистан, Иран, Пакистан и другие страны видели в Саиде Абдулло Нури лидера, вышедшего из народа. И вот в подобной критической ситуации он принял решение сменить привычное оружие на конструктивные переговоры. Ведь именно в таких моментах и проявляется настоящий, мудрый и опытный политик. А доводилось ли вам когда-нибудь видеть, чтобы Рахмон, обладая всей полнотой власти, добровольно променял ее на мирный диалог? Когда Верховный суд выносит оппоненту приговор на 18 лет, он заявляет: нет, я его непременно посажу, а вовсе не я его помилую. Да, приходилось ли вам когда-либо видеть, чтобы он проявил милосердие и помиловал кого-то, находясь на пике своего могущества? Конечно же нет. И именно в этом заключается вся разница. Настоящий политик – это тот, кто на пике своей власти, когда люди за имя Саида Абдулло Нури были готовы пойти на все, сложил оружие и предпочел переговоры войне. Вот это и называется настоящим политиком. Я призываю каждого из вас над этим задуматься. Организация Объединенных Наций, как влиятельнейшая международная структура, приложила колоссальные усилия для достижения долгожданного примирения в Таджикистане. После долгих и изнурительных переговоров господина Нури с Эмомали Рахмоновым 27 июня 1997 года в Москве было официально подписано общее соглашение об установлении мира. Для всего нашего региона это стало событием совершенно исключительным, чем-то из ряда вон выходящим. Но почему же это произошло именно так? Потому что человек, обладавший силой, оружием, политическим весом и народной поддержкой, просто отложил все это и сказал: я больше воевать не буду. Вот какой шаг он сделал. Пусть и сегодня многие говорят, что он совершил ошибку, что следовало добить Рахмонова, но ведь главным было спасти жизни людей, спасти граждан нашей страны. И хотя после подписания мирного соглашения Рахмонов продолжил свои убийства, важно то, что в тот критический момент, когда народ уже смертельно устал от войны, Нури сделал этот выбор. Ведь многие лидеры не выпускают оружие из своих рук, даже когда их народ уже полностью истощен. Но господин Нури своим поступком показал достойный пример. Иными словами, господин Нури сознательно отказался от достижения полной военной победы исключительно ради того, чтобы наш Таджикистан смог выжить. И именно в этом заключается все его истинное величие. Если рассматривать ситуацию с чисто политической точки зрения, то он, безусловно, имел все возможности для того, чтобы продолжать эту войну дальше. И оппозиция располагала военными силами, оружием, влиянием и поддержкой народа. Но Нури, вопреки всему, выбрал мир. Ведь настоящий мир не означает, что обе стороны должны лишиться всего. Отнюдь. Мир – это не победа лишь одной стороны. Истинный мир должен быть выгоден всем. Возникла острая необходимость в поиске компромисса, который бы сбалансировал неуемное стремление оппозиции к власти и категорическое нежелание Рахмонова эту власть передавать. Всем сторонам пришлось отбросить личные амбиции, чтобы прийти к согласию. И по сути именно это, но в конечном счете и было реализовано. Ведь Рахмонов был готов продолжать кровопролитную войну, лишь бы любой ценой удержаться в своем кресле. Но тот, кто мог отобрать у него эту власть силой, в конечном счете сложил оружие. Данное соглашение опиралось на фундаментальный принцип разделения власти и постепенную интеграцию представителей оппозиции в работу государственных структур. Изначально предполагалось, что
что представители оппозиционных сил смогут получить от 30 до 33% всех государственных постов. Это был масштабный план, направленный не просто на прекращение огня, а на то, чтобы превратить вчерашних заклятых врагов в полноценных политических конкурентов. Главная цель заключалась в том, чтобы, как это принято в цивилизованных странах, сложить оружие и окончательно перейти к мирной политической борьбе. Это был поистине уникальный опыт. Вчерашний боевик возвращается из изгнания, его партия официально легализуется, его люди входят в состав правительства, создается комиссия по национальному примирению. Только вдумайтесь, вчера господин Нури был военным командиром, а сегодня он уже сидит за одним столом с Рахмоновым. Именно это и стало тем самым настоящим искренним примирением. Господин Нури в полной мере прошел все этапы мирного процесса, которые всецело зависели от него самого лично. Если присмотреться к работе комиссии по национальному примирению, господин Нури стал ее председателем. Его задачей было выполнение соглашений, возвращение беженцев, решение политических, правовых и военных вопросов, подготовка к мирной жизни. А он назвала этот механизм уникальным примером миротворчества в Центральной Азии. Именно поэтому было бы глубоко ошибочно сводить все заслуги господина Нури исключительно к деятельности в рамках одной лишь политической партии. Если мы станем придерживаться столь узкого взгляда, то, безусловно, совершим серьезную ошибку. Его главное служение было для нации. Если бы он пекся только о партии, он бы просто захватил власть, и ПВТ стала бы правящей партией, как сейчас НДПТ. Но господин Нури поставил интересы государства и народа выше партийных. Партия Рахмонова сейчас у власти, но и ПВТ могла бы там быть, если бы борьба продолжалась. Вы же прекрасно знаете, что практически весь Душанбе находился в руках оппозиции. Разве кто-то может это отрицать? Конечно же нет. От 9-го километра и вплоть до самого аэропорта все находилось под контролем оппозиции. По ночам город принадлежал им, а днем даже милиция передвигалась по улицам, постоянно оглядываясь. Почему? Да потому что Душанбе фактически управлялся именно оппозицией. Вот это была действительно внушительная сила. Именно поэтому заслуга Нури в том, что он увел огромную часть общества от войны в политику. Это не шутки. Вместо того, чтобы взять в руки автомат Калашникова, он сделал свой выбор в пользу избирательного бюллетеня. И пусть в итоге его предали, пусть все пошло совсем не так, как он планировал, но он все равно предпочел парламент вместо суровых гор, а политическую трибуну вместо холодных окопов. Ведь именно этот сложный путь мог бы постепенно превратить Таджикистан в по-настоящему стабильное и процветающее государство. Мы довольно часто и много рассуждаем на эту тему, и люди постоянно задаются вопросом, а кто же, собственно, выступал в роли гаранта мира? Кто именно взял на себя обязательства по обеспечению выполнения всех тех соглашений, которые были достигнуты в ходе той кровопролитной гражданской войны? В процессе межтаджикских переговоров принимала активное участие целая группа различных государств, а также целый ряд влиятельных международных организаций. Все достигнутые в ходе них договоренности были в конечном итоге официально зафиксированы в соответствующих документах о подписании мира и достижении национального согласия. Среди стран-гарантов были Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Туркменистан, Узбекистан. Они выступали наблюдателями и поручителями. Именно эти государства принимали самое непосредственное и активное участие в данном процессе. И когда мы сегодня ведем речь о странах-гарантах, мы, безусловно, подразумеваем именно их. К этому списку также стоит добавить ключевые международные институты, в частности, Организацию Объединенных Наций. Для обеспечения тщательного мониторинга соблюдения всех достигнутых договоренностей была сформирована специальная контактная группа стран-гарантов. Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, а также Организация Исламская конференция сыграли свою важную роль. Более того, Генсек ООН неоднократно приводил таджикский механизм национального примирения как яркий пример успешного и эффективного посредничества, поэтому достигнутый мир вовсе не был лишь частной договоренностью между Рахмоновым и Нури. Были же свидетели, были гаранты, была Организация Объединенных Наций и страны нашего региона. Куда же они все подевались, когда Рахмонов совершил свое предательство? Вот вопрос, который я хочу задать. Если все строилось на политическом участии оппозиции, как вышло, что через несколько лет их всех вышвырнули из госструктур? Предательство Рахмонова началось изнутри. Human Rights Watch писала, что в последующие годы Рахмонов планомерно устранял бывших оппонентов, ограничивая политические и религиозные свободы. Организация Human Rights Watch в своих официальных отчетах особо подчеркивала тот факт, что партия исламского возрождения Таджикистана выступает в качестве главного и наиболее значимого политического правопреемника той самой объединенной таджикской оппозиции, которая существовала в прошлом.
Поверьте, это не я сам придумал. И уж точно не нынешний глава нашей партии. Этот факт открыто признает даже международная организация HRW. ПИВТ, по сути, являлась главным и основным политическим наследником ОТО, которая, согласно мирному соглашению 1997 года, получила законное право на 30% мест в правительстве страны. Данное признание имеет огромное значение, поскольку Рахмонов теперь утверждает: «Я не заключал мирное соглашение с террористической ПИВТ, я подписывал его исключительно с оппозицией». Но ведь именно ПИВТ и являлась основным костяком и главной движущей силой этой самой оппозиции. Однако хрупкий баланс сил был окончательно разрушен, совершилось подлое предательство, и при этом ни одна из стран-гарантов не решилась проронить хотя бы единого слова. Нынешняя власть может сколько угодно заявлять, что все условия соглашения полностью выполнены, переходный период успешно пройден, а процесс интеграции окончательно завершен. Но мир это не просто прекращение стрельбы. Те, кто поддакивает Рахмонову, говорят, что все кончено. Но мир это не когда одну ночь не стреляют, а на 4-й день Рахмонов хвастается, что может гулять по Душанбе в час ночи. Настоящий мир наступает лишь тогда, когда полностью устранены все глубинные причины для возникновения новой войны. Ведь если ты просто затаился, а затем продолжаешь делать все то же самое, то война неизбежно вспыхнет снова. Мир — это когда у оппозиции есть реальное, законное право оставаться именно оппозицией. Именно в этом и заключается вся суть. Мир — это когда любая политическая партия открыто борется на честных выборах, а не гниет в застенках тюрьмы. Партия Исламского возрождения Таджикистана должна была иметь возможность вести полноценную политическую борьбу на выборах, а не оказаться в той катастрофической ситуации, когда все ее руководство и рядовые члены партии томятся в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям и мучительно умирают в мрачных застенках. В то время как такие лидеры, как Саид Умар Хусайни и Махмад Али Хаид, были приговорены к пожизненным срокам тюремного заключения. 9 августа 2006 года господин Нури покинул этот мир. С того самого момента минуло уже целых 20 лет. Я вовсе не желаю сейчас строить какие-либо беспочвенные теории или же утверждать, что именно кончина Нури окончательно развязала Рахмонову руки для начала массовых репрессий. Я, к сожалению, не могу подтвердить это на все 100%. Хотя отсутствие Нури – один из главных факторов, ведь Рахмонов окончательно перестал чувствовать какие-либо границы. Те самые разговоры, которые они вели с глазу на глаз, те тайные обещания, о них знали только лишь Нури и сам Рахмонов. Многие из тех людей, что находились тогда рядом со мной, Химадзода, Джалалидин Махмуд, Зубайдулла Розик, мой отец и другие, они либо уже ушли из этой жизни, либо их просто нет рядом с нами. Практически никого не осталось из тех, кто наблюдал за всеми этими событиями своими собственными глазами. Я ведь вам неоднократно говорил, вы только вспомните, каким именно пришел к власти Рахмонов. Он пришел к господину Нури, который был как скала. Поверьте, Рахмонов был жалок, голову втянул, за воротник держался, бледный как мышь. А теперь из него делают героя. Рахмонов великий, он ничего не боялся. Да ты бледный как мышь был, когда пришел. А теперь, когда никого не осталось, он развернулся, начал стрелять и сажать. Остался один. В этом и беда. Мы должны признать политическую реальность. С уходом господина Нури со сцены исчезла последняя фигура, которая знала историю войны, знала условия мира, сама этот мир подписывала и имела реальный политический вес в глазах Рахмонова. Все это не случилось в одночасье, но именно в этом и состоит вся суть нашего анализа, ведь само присутствие Нури служило для них мощным сдерживающим фактором. В 2015 году Рахмонов нанес по партии свой решающий удар. Этот год навсегда вошел в историю Таджикистана как начало нового, крайне сурового этапа жесточайших репрессий. На выборах в марте 2015 года ПИВТ впервые после заключения мира была полностью вытеснена из парламента. И все это происходит на фоне того, что у нашей партии тогда были блестящие результаты, как, к примеру, в 2010 году. На сегодняшний день у нас на руках сотни документальных свидетельств того, как именно фальсифицировались те выборы. Однако, как бы то ни было, дело уже было сделано. 28 августа того же года Министерство юстиции аннулировало официальный статус данной политической партии и издало распоряжение о полном прекращении всей деятельности ПИВТ в течение сентября. После тех вооруженных событий, случившихся 4 сентября 2015 года, официальные власти обвинили ПИВТ в сговоре с группой Абдухалима Назарзода, занимавшего пост заместителя министра обороны. Руководство партии эти обвинения решительно и категорически отвергло. Amnesty International отмечала, что тотальный контроль властей над информацией сделал невозможной независимую проверку официальной версии. Никому не давали провести расследование, все строилось на оговорах. Это то, что называют судилищем.
29 сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана объявил ПВТ террористической и экстремистской организацией, запретив ее деятельность. То есть в августе они просто ограничили работу. А через месяц, воспользовавшись инцидентом с Ходжи Халимом, который сами же и организовали, приклеили ярлык террористов и разогнали партию. Хотя, по правде говоря, все это было шито белыми нитками, и это было очевидно. Сразу же после введения этого запрета по всей стране начались массовые аресты. Организация Amnesty International сообщает как минимум о 170 людях, которые подверглись суровому судебному преследованию в связи с теми сентябрьскими событиями. Им предъявляли заведомо ложные обвинения, причем далеко не все из этих людей на самом деле являлись членами ПИВТ. В середине июня 2016 года Верховный суд на закрытом процессе приговорил 14 высокопоставленных руководителей ПВТ к длительным срокам. Сайдумар Хусайни и Махмадали Хаид получили пожизненное. Это просто немыслимо. Другие получили по 28 лет. Организации Amnesty International и Human Rights Watch официально назвали эти судебные процессы несправедливыми и имеющими явную политическую подоплеку. Общественность должна знать и понимать, как именно на самом деле разворачивались эти события. Даже адвокаты, которые защищали арестованных, в итоге сами оказались под прицелом. Вспомните Бузургмехра Йорова или Нуридина Махкамова. Джамшед Йоров, родной брат Бузургмехра, также сильно пострадал. Однако двое из них, Бузургмехр и Нуридин Махкамов, были арестованы властями практически сразу же после того, как взялись за защиту членов ПВТ и получили невероятно огромные сроки. Международная организация Amnesty International расценила это как прямое и неприкрытое давление на всю адвокатуру. В Таджикистане сложилась такая ситуация, что адвокату зачастую самому требуется профессиональный адвокат. Подобного вы не встретите больше нигде в мире, даже в Мозамбике или в самых глухих уголках Африки. Адвокат прекрасно понимает, если он решится защитить клиента, то его самого немедленно посадят. Быть адвокатом в этой стране значит осознанно идти на верную смерть. Вопрос сейчас заключается уже не в самой защите, а в том, кто вообще имеет право защищать оппозицию. Кто, в конце концов, имеет право оспаривать решение суда? Никто не имеет. Кто имеет право быть недоволен властью? Если не согласен, то Аббас, ты предатель. Но мир, что должен был принимать конкурентов, стал системой, не терпящей их. Взгляните на тех, кто подло предал наш мир. В 2016 они изменили Конституцию, запретив создание любых религиозных партий. Эти поправки фактически закрыли ПВТ путь назад в политику. Но давление на этом не закончилось. В отчете Human Rights Watch за 2026 год говорится, что Таджикистан, как отмечено на 8-й странице данного документа, Таджикистан вплоть до сегодняшнего дня продолжает систематически подавлять любую оппозицию, независимых журналистов и все гражданское общество. При этом преследования инакомыслящих и критиков власти продолжаются даже далеко за пределами границ страны. Мы знаем, что даже Рамазон Рахимзода рассылает письма в Австрию и другие страны с требованием арестовать и выдать политических оппонентов. Не стесняясь европейских правительств, шлет эти бумажки, чтобы людей хватали и депортировали. Это просто подлость. Спустя 20 лет после кончины господина Нури мы не просто вспоминаем его. Мы видим итог процесса, окончательно зашедшего в тупик. И именно об этом мы сегодня говорим. Где же теперь те, кто выступал гарантами этого мира? Я обращаюсь с вопросом к России, Ирану, Казахстану, Киргизии, Пакистану, Узбекистану и Туркменистану. Свидетелями какого мира вы на самом деле были? Люди, неужели вы ничего не замечали вокруг? Если суть того мира — допуск оппозиции, что вы предприняли, когда их преемников начали повсеместно запрещать? Вы же были гарантами, хоть кто-то сказал Рахмону, что так нельзя? Если политическая партия, которая пришла из окопов прямо в парламент, снова оказалась вне закона, то где же тогда обещанный механизм гарантий? Я вовсе не говорю, что страны-гаранты должны вечно вмешиваться в наши дела, но текст соглашения и механизм мониторинга четко предполагали, что в случае возникновения проблем стороны должны собраться вместе и устранить все имеющиеся разногласия. Однако, если рассматривать ситуацию с политической и моральной точки зрения, этот острый вопрос все еще остается открытым. Почему же те страны, которые когда-то превозносили таджикский мир как эталон для всей планеты, теперь хранят молчание, когда политический плюрализм был полностью уничтожен? Сидят себе тихо, словно невесты на выдании, и словно воды в рот набрали. Что же это все на самом деле означает? Выходит, что все ваши громкие гарантии на самом деле абсолютно ничего не стоят. Это просто пустой звук, не более того. Я уже даже не упоминаю Казахстан или Киргизию, но ведь Иран и Пакистан выступали в качестве по-настоящему реальных гарантов. И где же они теперь? Ведь все эти важные переговоры проходили как в Тегеране, так и в Исламабаде.
Мы ведь побывали и в Ашхабаде, и в Узбекистане, и в Киргизии тоже. Даже в Алма-Ату нам довелось съездить. И скажите мне, где же теперь все ваши громкие гарантии? Выходит, что все ваши слова ровным счетом ничего не значат. И именно это мы обязаны сегодня до конца осознать. Ведь это был уникальный опыт, который вполне мог бы стать достойным примером для всего нашего региона. Ведь у таджикского мира была одна поистине важнейшая черта: превращение вооруженной исламской силы в легальную политическую партию. Это было достижение мирового масштаба. Для нашего региона, долго страдавшего от радикализма и террора, это был поистине бесценный опыт. Конечно, если бы все удалось решить мирным путем, но, к сожалению, они этого не захотели. В итоге ни международные гаранты не сработали, ни Рахмон не сдержал слова. Молодежи твердили: не согласен с властью, не берись за оружие, создавай партию, иди на выборы и проходи в парламент. А сегодня говорят: если ты против власти, не смей создавать партию, не смей заниматься политикой. Ну, вы поняли, к чему это ведет. Когда ты закрываешь путь к легальной борьбе, начинаются другие формы борьбы. И пусть тогда Рахмон не плачется, что, мол, радикализм вырос, то выросло, это выросло. Все это наглая ложь. Рахмону пора набраться смелости и открыто признать: один такой пример примирения эффективнее сотни программ по борьбе с экстремизмом. Но когда легальную партию закрывают, а лидеров сажают, молодежь получает совершенно обратный сигнал. У людей больше нет никакого доверия ни к самому Рахмону, ни к его системе. В этом и кроется опасность. Я не говорю, что запрет ПВТ сам по себе делает кого-то террористом. Нет, такую связь без доказательств утверждать нельзя. Это было бы клеветой. Но мировой опыт показывает: уничтожение политического пространства лишает людей возможности мирного участия. Еще в отчетах организации Human Rights Watch за 2016 год содержалось прямое предупреждение о том, что жесткое подавление абсолютно любых проявлений политического ислама может в итоге подтолкнуть людей к принятию радикальных идеологий. Однако Рахмон предпочел оставить эти слова без внимания. Последствия подобной политики будут ощущаться еще долгие годы, и когда все это взорвется, Рахмону уже абсолютно ничего не сможет помочь. А какое же именно наследие оставил после себя глубоко уважаемый господин Нури? На наш взгляд, оно отчетливо проявляется в трех ключевых аспектах. Во-первых, даже с самым заклятым врагом всегда можно и, более того, необходимо садиться за стол конструктивных переговоров. Во-вторых, истинный и долговечный мир – это вовсе не полная победа одной из сторон, а мирное сосуществование всех участников конфликта. Это второй по счету урок. А вот и третий. Ваш оппонент – это вовсе не враг государства. Не пытайтесь выставлять оппозицию врагами нашей страны. И не превращайте своих личных недругов во врагов всей нации. Именно это наследие он нам оставил после себя. И эти три урока сегодня, в наше время, важны для всего Таджикистана, как никогда прежде. Мы ведь много раз слышали эти слова из его уст и видели их подтверждение в его реальных поступках. Конечно, господин Нури вовсе не был идеальным человеком. Да и в этом мире, по правде говоря, вообще не существует абсолютно идеальных политиков или же просто людей. Да, разумеется, он тоже был обычным человеком, как и все мы. Ведь в конце концов, никто из нас не является абсолютно совершенным существом. Однако господин Нури был по-настоящему достойным мужчиной, поистине великим человеком, который всегда держал данное им слово и до самого конца твердо стоял на своем. Пожалуй, ни одного политика в мире нельзя назвать абсолютно безупречным. Пусть историки бесконечно спорят о роли оппозиции в той войне, их ошибках и мере ответственности каждой из сторон. Однако господин Нури никогда не был убийцей, он не был жестоким или бесчеловечным. Мне доводилось видеть его в разных ситуациях, и я прекрасно знаю, каким он был на самом деле. Но одного у него точно не отнять. В самый решающий момент всей нашей истории он сделал выбор в пользу мира, а не войны, и внес поистине огромный, неоценимый вклад в процесс легализации оппозиционных сил. И именно эта его историческая роль в официальных документах ООН, а также в летописи Комиссии по национальному примирению, сегодня оценивается исключительно положительно. С того самого памятного дня, как его не стало, прошло уже целых 20 долгих лет. Сегодня в Таджикистане нет парламента, где партия исламского возрождения могла бы выступать как легальная оппозиция. Все ключевые лидеры партии сейчас либо в тюрьмах, либо в изгнании за пределами страны. Поэтому вся оппозиционная деятельность ведется ими преимущественно из-за рубежа. В отчете за 2026 год Human Rights Watch подчеркивает, что давление на критиков режима и гражданское общество в Таджикистане не ослабевает. Все по-прежнему продолжается в том же крайне жестком ключе. И вопрос, который мы сегодня ставим перед собой: потеряли ли мы просто человека, или же вместе с ним мы утратили политический баланс, культуру диалога и наш уникальный исторический шанс?
Я предлагаю каждому исследователю самостоятельно поразмыслить над этим вопросом. Кончина господина Нури в возрасте 59 лет. Была ли она вызвана естественными причинами, или же это было преднамеренное отравление? С его уходом нация безвозвратно утратила внутреннее равновесие, драгоценную культуру ведения переговоров и, что самое важное, свою уникальную историческую возможность. Напрямую Эмомали Рахмону я скажу лишь одно. Уважаемый господин Эмомали Рахмон, вы вместе с господином Нури сидели за одним столом, вы лично пожимали ему руку, вы совместно подписывали важные документы, весь мир был тому свидетелем. Организация Объединенных Наций была свидетелем, и страны-гаранты также выступали свидетелями. Мирное соглашение было заключено исключительно для того, чтобы оппозиция сложила свое оружие. А вы, по всей видимости, уже тогда вынашивали план. Пусть они разоружатся, станут слабыми, а потом мы их зачистим. Похоже, что именно в этом и заключалась ваша истинная скрытая цель при подписании этого мира. Для вас мир не означал признание таджика таджиком как политического конкурента. Если сегодня ваши оппоненты либо в тюрьме, либо в изгнании, а их партия запрещена, то что осталось от духа того мира, Эмомали Рахмон? Вскоре тебе предстоит предстать перед лицом Всевышнего. Скажи, неужели тебе совсем не стыдно величать себя основателем мира? Какой же ты основатель мира, если все твои политические соперники томятся в застенках или вынуждены бежать за границу, а их партии объявлены вне закона? И что же в итоге осталось от того мира, основателем которого ты себя так громко провозгласил? Может, тебе и удалось вычеркнуть пифты из списка партий, но ты никогда не вычеркнешь имя господина Нури из документа от 27 июня 1997 года. Невозможно просто взять и переписать историю, Эмомали Рахмонов. Ты не вправе заявлять с трибуны ООН, будто в тот памятный день ты мирился сам со собою. Это наглая ложь. Ведь в том историческом документе стоят две подписи. Одна из них принадлежит тебе, Рахмонов, а вторая — господину Нури. Запомни это раз и навсегда. Сегодня мы не просто возносим молитвы за господина Нури, мы также стараемся извлечь важные уроки из истории. Прошло уже 20 лет, но дискуссии о его политическом наследии и его школе все еще остаются открытыми. Таджикистан – это страна для всех нас, или же она принадлежит лишь узкой кучке избранных людей? Каждый должен задать себе этот вопрос. Может ли таджик выступать против президента и при этом оставаться истинным патриотом? Если наш ответ будет «да», значит путь Нури, путь диалога и конкуренции все еще остается для нас вполне возможным. Если нет, значит мы ничему не научились у трагедии 90-х. Господин Нури ушел, но мир не должен был уйти вместе с ним. А получилось так, что с его смертью умер и его мир. Мир — это не просто, когда пушки молчат. Мир — это право человека говорить, выражать свое мнение, мыслить свободно. Мир — это право быть несогласным. Настоящий мир – это когда политического оппонента не бросают в тюремные застенки. Мир – это когда действующий правитель не ставит себя выше священных клятв, данных своему народу. Это обязан осознать каждый человек. И в особенности это касается Эмомали Рахмона. Так, пусть Аллах помилует господина Саида Абдулла Нури. Пусть Всевышний Аллах убережет Таджикистан от повторения войны, ненависти и тирании, которая сейчас затаилась в ожидании искры. До настоящего момента мы с вами подробно обсуждали значимую роль господина Нури в современной истории нашего Таджикистана. Вам прекрасно известно, что большая политика зачастую бывает крайне лицемерной и непредсказуемой. Порой человеку приходится вновь и вновь напоминать окружающим о своих былых заслугах и делах, чтобы о них попросту не забыли. Мы же со своей стороны приложили все возможные усилия, чтобы максимально бережно и полно сохранить для истории светлую память о героической борьбе ПИВТ. Каждый, без исключения, таджикский зритель обязан знать и помнить. Когда в 2015 году эту партию официально запретили, а всех ее видных лидеров и преданных активистов безжалостно бросили в мрачные тюремные застенки или же вынудили навсегда покинуть родную страну. Речь шла не просто об уничтожении политической организации. Власть пыталась стереть само имя, историю и заслуги ПИВТ из памяти общества. Сделать вид, что такой партии никогда не существовало. Запрет 2015 года и суровые приговоры лидерам были зафиксированы международными правозащитными организациями и подверглись резкой критике. В сложившихся на тот момент непростых условиях платформа ИСЛОХ стала одной из тех важных площадок, где на регулярной основе звучало название ПИВТ, подробно освещалась история ее становления и многолетней борьбы, открыто говорилось о неоценимом вкладе ее лидеров, а также о трагических судьбах многих заключенных и вынужденных мигрантов. Мы занимались этим делом не один день и даже не один месяц. Весь наш народ и сам Всевышний Аллах тому прямые свидетели. Мы посвятили этому кропотливому труду долгие годы, и согласно нашим самым тщательным подсчетам,
Огромное количество материалов было посвящено ПВТ, ее истории, лидерам, активистам, узникам и мигрантам, а также трагическим последствиям запрета партии внутри страны. Кроме того, более чем в 360 аналитических программах обсуждались вопросы, связанные с ПИВТ, от роли господина Нури и мирного соглашения до работы комиссии по национальному примирению и 30% квоты оппозиции в правительстве. Народ должен знать об этом, и вся наша нация должна быть полностью в курсе происходящего. Платформа ИСЛОХ подготовила и выпустила 188 программ, посвященных непосредственной деятельности ПВТ, а также еще 360 аналитических выпусков, где поднимались темы, касающиеся партии. Роль Саида Абдулла Нури, мирный процесс, комиссия по примирению, участие оппозиции во власти, выборы, репрессии 2015 года, аресты лидеров и судьбы мигрантов. Все это обсуждалось либо отдельно, либо в рамках широких политических дискуссий на ИСЛОХ. Все это было сделано как надо. Если сложить все эти цифры, то получится более 548 программ и теледебатов, где ПВТ или ключевые темы, связанные с ней, были в центре внимания. 188 плюс 360, итого 548. И это лишь самый минимум, поскольку существовали и иные программы, в которых затрагивалась история самой партии, однако мы не стали учитывать их в качестве специализированных выпусков, посвященных ПИВТ. Почему же это имело для нас такое огромное значение с самого начала? Потому что после того, как ПВТ была официально запрещена на территории Таджикистана, реальная возможность услышать альтернативную точку зрения практически полностью сошла на нет. Власти стремились к тому, чтобы ПВТ была окончательно стерта из народной памяти, намеренно выставляя партию в самом неприглядном свете с помощью сфабрикованных обвинений. К счастью, благодаря Всевышнему, нам все же удалось добиться того, чтобы те ценности и та школа, которые были оставлены нам, уважаемым господином Саидом Абдулла Нури, в конечном итоге были успешно защищены. Государственное ТВ освещало деятельность ПВТ исключительно с позиции властей. Находящиеся в заключении лидеры партии были полностью лишены доступа к эфиру. Многие активисты были вынуждены покинуть страну и оказались за границей. В такой ситуации долг независимого СМИ сохранить для истории политическую память. Мы на ИСЛОХ всегда говорили: ПИВТ — это не только события 2015 года. ПИВТ — это ведь не только лишь одни обвинения в терроризме. Ведь до 2015 года существовали целые десятилетия истории. Была школа господина Нури, были его многочисленные тюремные сроки еще в советское время. Была долгая и упорная борьба за независимость. Была кровопролитная гражданская война. Были долгие и изнурительные мирные переговоры. И, наконец, было 27 июня 1997 года. Были подписи Саида Абдулла Нури и Эмомали Рахмона. Была комиссия по национальному примирению. Было вхождение оппозиции во власть. Было и вытеснение оттуда, обман, убийство, предательство. Были годы легальной деятельности партии в Таджикистане. Никакая власть не имеет права перечеркнуть всю эту историю событиями одного 2015 года. Платформа ИСЛОХ посредством своих многочисленных программ неустанно доносила это до народа на протяжении всех этих лет, начиная еще с 2018 года. Если мы вспомним проект «Мигрант», то станет ясно, что именно после репрессий 2015 года и вынужденной эмиграции в 2017 году и зародилась та самая сеть под названием ИСЛОХ. После разгрома 2015 года большая часть наших активистов уехала за границу, и это в сущности ни для кого не секрет. И тогда встал вопрос: канет ли партия в небытие в эмиграции, или же она сможет сохранить свой голос? Для членов и сторонников партии в изгнании ИСЛОХ стала не просто новостным сайтом, а трибуной, где говорили о политзаключенных, об их семьях, где задавали вопросы лидерам в эмиграции и где звучала внутренняя критика партии. Мы разбирали как верные, так и ошибочные решения ПВТ. И, что самое важное, связь нового поколения мигрантов с политической историей 90-х и мирным процессом 97-го года не прервалась. Рассказывать о ПВТ вовсе не означало автоматически одобрять каждый ее шаг.
Мы неоднократно и открыто критиковали ошибки руководства и их политические решения. Ведь если средства массовой информации занимаются лишь восхвалением и лестью, то это уже вовсе не СМИ. Однако существует огромная разница между критикой партии и попыткой стереть ее из нашей истории. Одно это конструктивная критика, другое полное уничтожение. Нам следует очень четко разделять здоровую критику и физическое или информационное стирание. Мы всегда выступали категорически против того, чтобы ПВТ просто взяли и вычеркнули из нашей истории. Скажите, почему же сохранение этого архива представляется нам столь важным для нашего общего будущего? Вы, вероятно, захотите спросить, какой же смысл в этом архиве для нашего будущего? И почему мы так настаиваем на том, что это важно? Сегодня кто-то может сказать, зачем все эти программы? Наш ответ станет очевиден через 10-20 лет. Все эти выпуски, статьи на сайте ИСЛОХ, это ничем, ИСЛОХ, это достояние истории. Для будущих исследователей это будут важнейшие доказательства и документы. Наша история выстраивается на основе архивных документов, видеозаписей, личных интервью, а также свидетельств самих узников и их семей и на официальных заявлениях тех далеких лет. Будущий исследователь, который придет после нас, непременно захочет досконально понять, каким именно образом Таджикистан шаг за шагом превращался из страны с системой разделения властей в жесткую бескомпромиссную вертикаль управления. Почему мир был предан? У него должен быть источник информации, отличный от государственного ТВ. И тогда эти 188 спецвыпусков и 360 аналитических программ ИСЛОХ обретут свою истинную ценность. Это не просто эфиры, это архив целой эпохи. Что мы сделали? Мы старались, чтобы имена узников не были забыты. Мы хотели, чтобы сегодняшние дети знали, кем был Саид Абдулла Нури, кем был Махмад Шариф Химадзода, чтобы знали, что такое мирное соглашение, почему оппозиция получила 30% мест, чтобы понимали, почему Нури сложил оружие и сел за стол переговоров с президентом Эмомали Рахмоном. Важно понимать, почему партия исламского возрождения Таджикистана почти 20 лет оставалась легальной силой и как в 2015 году ее деятельность запретили. Именно в этом и заключается истинная роль прессы. Власть может закрыть партию, офис, газету и даже бросить людей за решетку. Но пока архив жив, историю невозможно запереть на замок или предать огню. Поэтому сегодня я с уверенностью говорю, в годы изгнания ПВТ ИСЛОХ была не просто вестником, а главной трибуной для сохранения и передачи политической истории этого движения будущим поколениям. И эта работа продолжалась вплоть до 2025 года в сотнях выпусков. Господин Нури покинул нас ровно 20 лет тому назад. Большинство его верных соратников сейчас томятся в тюрьмах, либо же разбросаны по всему белому свету. Однако, если их имена, их слова и документы той эпохи будут бережно сохранены, то никто не сможет отнять у народа право знать свою историю. Никто не сможет просто взять и выбросить ее на свалку. Почему же так? Да потому что это наша история. И деяния наших предшественников – это то, что каждый будущий представитель нашей нации обязан знать и помнить. И когда нас самих уже не станет, они должны ясно осознавать, что именно было совершено и кто сыграл в этом самую важную, ключевую роль. Вам всем это, безусловно, прекрасно известно. Однако я считаю своим долгом повторить это еще раз, чтобы вы в полной мере осознали то, чем занималась организация ИСЛОХ, отнюдь не было просто обычной рядовой работой. Мы круглосуточно, буквально 24 часа в сутки, без устали служили нашему великому народу и священной истории партии, которая была основана уважаемым господином Нури. Мы исполнили свой гражданский долг в той мере, в какой нам позволяли наши скромные силы и возможности. Пусть Всевышний помилует господина Саида Абдуллу Нури и удостоит его рая. И пусть и не будет так, что люди называют его учителем, но не извлекают уроков. Слава Богу, с самого моего рождения господин Нури был в моей жизни, он присутствовал на моем именоречении, и я имел честь учиться у него. Он был частым и желанным гостем в нашем доме, где постоянно вел глубокие беседы с самыми разными учеными. И я, пользуясь такой возможностью, старался перенимать у него знания во время каждого его визита. Случалось, он заглядывал к нам через день, а порой наведывался к нам ежедневно на протяжении целого месяца, а иногда раз в 3 дня.
Там присутствовал мой отец, а также многие другие люди. Они сидели, вели беседы, да, все это происходило еще в те советские годы, а уже спустя некоторое время подобных встреч стало значительно больше. Но вот именно с того самого памятного момента, сколько я себя помню, господин Нури всегда был рядом с нами, он был неотъемлемой частью нашей жизни, он постоянно проводил собрания, выступал с наставлениями и читал глубокие лекции. Слава Всевышнему, под его чутким и мудрым руководством мне удалось изучить целый ряд важных книг, таких как Мухтасар аль-Викая, Мабади аль-Ислам, а также вторую часть Мабади аль-Кираат. Я в свое время занимался изучением книги Шарх аль-Акаид. А помимо этого, если мне память не изменяет, я также проходил Дурус ан-Нахвия. Кажется, было именно так. Я успел пройти с ним половину курса Дурус ан-Нахвия. И еще немного разобрали основы морфологии, то есть сарф. Именно это я получил от него лично, из первых рук, те глубокие знания, что впитал за долгие годы нашего тесного общения. И я искренне благодарю Бога за честь быть его преданным, внимательным и прилежным учеником. Помимо прочего, мы детально изучали те протоколы, и, если память не изменяет, их было ровно 12. И мы читали эти труды вместе, а также книгу «Люди вокруг пророка», которую спустя время перевел Домла Айомиддин. А в завершение я приступил к изучению вместе с ним одного тафсира, толкования Корана, в занятиях по которому принимало участие довольно много людей. И это был действительно глубокий и по-настоящему интересный тафсир. Это был не Багави, а другой особенный автор. Хорошо помню, что в том издании было 5 томов. Мы с братьями успели изучить 7 джузов этого фундаментального труда. И вот то, что мне довелось пережить за все эти долгие годы моей жизни. И все, что мы предприняли ради сохранения школы господина Нури, мы делали от чистого сердца, не преследуя никакой личной выгоды и не ожидая для себя никакой награды. Пусть Всевышний Аллах примет от нас эти наши благие деяния. И вы спросите, почему же мы так поступили? Ведь наш священный долг заключается в том, чтобы бережно сохранить богатое наследие Саида Абдулла Нури для будущих поколений, для всех тех людей, кто в будущем сможет извлечь из этого бесценного опыта реальную пользу. Дорогие наши зрители, это, пожалуй, все основное, что мы хотели сегодня рассказать вам об этом выдающемся человеке, господине Нури. И в дополнение хочу добавить, просто посмотрите на пример Сталина. Ведь это он сам своими же руками в итоге и устранил Ленина. Безусловно, это был Сталин. Это очевидный факт, понятный каждому. Убрав многих соратников, он до конца правления прикрывался именем Ленина. В народе говорили, сначала мы шли за Ленина, а потом за Сталина. И это была чистая правда. Сперва он всегда поминал его, а уже потом вспоминал о себе самом. А в наши дни встречаются люди, которые совершенно не ценят свое прошлое. Они твердят лишь «я да я», все стремятся идти только вперед. Но если твое собственное прошлое никак не определено, то твое настоящее, по сути, никому на свете не нужно. Если сегодня становится совершенно понятно, кто именно стоял за Мухаммадом Игбалом, и если светлая память о тех людях до сих пор жива, то и ценность самого Мухаммада Игбала в наших глазах неизбежно растет. А если же останется неизвестным, откуда он взялся и кто был до него, то для будущей молодежи он не будет иметь ровным счетом никакого значения. И сегодняшний молодой человек должен знать корни Мухаммада Игбала, знать великих людей, которые были за его спиной. Только так можно понять, кем он был тогда и кто он сейчас. И после него придут другие. Такое уважение к предшественникам важно для любого движения или партии. А если человек будет заниматься лишь самолюбованием и возведением собственного культа личности, то от него в итоге ничего не останется. Нельзя построить что-то по-настоящему значимое на пустом месте. Как говорится, как аукнется, так и откликнется. Каждый человек получит именно то, что заслужил своими собственными поступками. Что ж, я искренне надеюсь, что основная суть нашего разговора стала вам предельно ясна, и этот важный посыл наконец-то дошел до своего адресата. Дорогие наши зрители, вы сами видите, что кропотливая работа команды Ислох Медиа продолжается, все идет своим чередом, и слава Всевышнему, мы уверенно движемся вперед. Все, что мы делаем, стало возможным благодаря поддержке и сотрудничеству нашего народа. Мы будем продолжать свою работу, прикладывая все имеющиеся у нас силы, и мы выражаем благодарность всем братьям, которые помогли проекту Ислох.
Да хранит вас Всевышний Аллах на вашем пути. На данный момент в общем количестве наших участников никаких существенных изменений не произошло. Как было у нас 25 человек, так это число и осталось неизменным. Что касается тех 19 или 20 человек, часть из них подошла в самом начале, затем потянулись остальные, и в итоге общее число возросло с 19 до 20. В целом существенных изменений в ситуации пока не произошло. К той сумме в 1250 евро, которую мы обсуждали, добавилось лишь 250. Нам по-прежнему нужно собрать еще 1000 евро, чтобы закрыть этот вопрос. А мы с вами ранее договаривались, что все выплаты должны идти в 3 этапа. До 10, 20 и 30 числа нам необходимо выплатить человеку 1200 за его работу. Уже сегодня или завтра мы должны отправить первую часть этой суммы. Наши дорогие братья из Соединенных Штатов Америки, да не спошлет им Всевышний Аллах свое благословение, прислали нам 200 евро. Также один наш брат из города Худжанда, выступая от лица всех худжанцев, передал еще 50 евро. Таким образом, в общей сложности у нас на руках уже имеется ровно 250 евро. Эти 250 мы направим на зарплаты, а остальное постараемся собрать в течение ближайших дней. Первую часть средств нужно отправить уже до завтра, вторую до 20 числа, а к концу месяца нам необходимо закрыть все полностью. Если получится перевести всю сумму сразу, будет просто отлично, тогда у нас останется время на работу, запланированную на сентябрь. А если вдруг ничего не выйдет, то мы продолжим двигаться в том же темпе, что и сейчас. Договорились, так и поступим. Раздавайте милостыню из того, чем мы вас наделили, прежде чем к кому-либо из вас придет смерть, и он скажет: «Господи, если бы ты дал мне небольшую отсрочку, я бы стал раздавать милостыню и был бы в числе праведников».